Если заглушить автомобиль и достать ключ зажигания с замочной скважины, нажать рычаг включения дальнего света, то на 30 секунд загорится ближний свет. Функция называется «Проводи домой», работает на фарах с линзованной оптикой и ксеноновыми лампами. Нажимаем и удерживаем клавишу включения дальнего света, и через некоторое время у нас загорается ближний свет. Далее закрываем машину, и свет автоматически выключится через 30 секунд. Также данный способ пригодится для тех, у кого обороты двигателя плавают. Итак, первое, глушим двигатель и достаем ключ зажигания. Снимаем минусовой терминал и снимаем плюсовой терминал. Далее включаем переключатель света в положение «Включить». Далее берем плюсовой и минусовой терминал и касаемся. Либо касаемся болтов терминалами, которые у нас есть на кузове. Плюсовой терминал и минусовой терминал. И оставляем в таком положении на 15 минут. Далее, по истечению 15 минут, возвращаем наш переключатель света в положение «Выключить». Берем наши терминалы и подключаем к аккумулятору. Сначала подключаем плюсовую клемму. И подключаем минусовую клемму. Поджимаем. После данного действия все ошибки, которые были в памяти автомобиля, сброшены. И запускаем автомобиль. Если у нас на приборной панели загорелась ошибка 4 на 4, делаем следующее действие. Поворачиваем руль против часовой стрелки до упора и по часовой стрелке до упора, и ошибка сброшена. Достаточно часто люди пишут в комментариях о том, что у них заклинил замок двери и не знают, как открыть дверь. Итак, смотрите, для того, чтобы открыть дверь, в том случае, если у нас не работает ни внутренняя ручка, ни наружная, нужно одновременно за внутреннюю ручку и за наружную ручку несколько раз дергать, порядка 4-5 раз. Раз, два, три, 4. И наша дверь открыта. После чего замок разблокируется, и дверь уже будет открываться нормально. Как сделать тест стрелок в приборной панели и продиагностировать лампы приборной панели. Для того, чтобы сделать тест, нам нужно повернуть ключ зажигания в первое положение. Далее нам нужно удерживать правую кнопку на панели приборов до момента появления надписи «Тест номер 1». Отпускаем кнопку. Далее выбираем тест номер 2 и левой кнопкой подтверждаем. Тем самым мы запускаем тест стрелок приборной панели и диагностику ламп приборной панели. Вставляем ключ зажигания в личинку замка и проворачиваем против часовой стрелки. Удерживаем ключ, и наши стекла открываются. Сначала передние, затем задние. И поворачиваем ключ по часовой стрелке. Машина закрывается и закрываются стекла. Для того, чтобы добавить дополнительные пункты в меню бортового компьютера, нам необходимо повернуть ключ зажигания во второе положение. Далее нам нужно зажать кнопку бортового компьютера, которая находится у нас слева от рулевой колонки, и удерживать ее до момента появления надписи на панели приборов «Прог». На мониторе у нас открывается меню, в котором можно выбрать пункты меню бортового компьютера. Для того, чтобы добавить какой-то из пунктов в меню бортового компьютера, нам нужно его выбрать в списке, нажать на кнопку скролла правую для его добавления. Я выберу расстояние, запас хода, часы, также меня интересует расход, средняя скорость и дата. Для того, чтобы добавить эти пункты в меню, нужно перейти в пункт «Запомнить» и подтвердить правым скроллом. Далее поворачиваем ключ зажигания во второе положение и кратковременно нажимаем кнопку бортового компьютера слева от рулевой колонки. Первый пункт, который мы добавили, это пройденная дистанция. Далее у нас запас хода выводится в километрах и пересчитывается каждые 30 километров пробега. Следующий пункт, который мы добавили, это время. Это у нас расход топлива. Следующий пункт — это средняя скорость и дата.
Для того, чтобы зайти в сервисное меню, нам нужно его разблокировать. Поворачиваем ключ зажигания во второе положение. Зажимаем правую кнопку, удерживаем ее до момента появления надписи «Тест номер 1». Далее нам нужно выбрать правой кнопкой «Тест номер 19». Подтверждаем левой кнопкой. Видим надпись «Log On». При помощи левой кнопки нам нужно ввести сумму сложения последних 5 цифр ВИН номера кузова. В моем случае это цифра 17. Выбираем цифру 17 и подтверждаем правой кнопкой. Далее при помощи правой кнопки выбираем подпункт под номером 6 и подтверждаем левой кнопкой. Первая цифра, которую мы видим на приборной панели, это у нас значение датчика под номером 2, уровень топлива в баке без топливного насоса. Вторая цифра по центру, которую мы видим на приборной панели, это у нас первый датчик уровня топлива, сторона топливного насоса. И третья цифра, которую мы видим, это суммарный уровень топлива в баках. Далее нажимаем левую кнопку. Данная цифра, которую мы видим сейчас на приборной панели, это суммарный уровень топлива в обеих баках за вычетом резервной области. В данном подменю можно всегда увидеть в цифровом варианте остаток топлива в баке. Выключаем зажигание, выходим с подменю. При включении задней передачи правое зеркало заднего вида автоматически опускается в нижнее положение, для того, чтобы было лучше видно бордюр, ограждение или бровку, и вы не поцарапали колесные диски во время движения назад. Когда переключаем с селектора КПП в положение драйв или паркинг, зеркало заднего вида возвращается в свое стандартное положение. Данную функцию можно отключить, если переключатель зеркал находится в левом положении. Если мы поставим переключатель в правое положение, при включении задней передачи зеркало будет стоять на месте и не дергаться. При открытии дверей загорается свет в салоне. Для того, чтобы свет больше не загорался, нужно нажать кнопку включения освещения и подержать ее некоторое время в нажатом положении. При открытии дверей свет не загорается. Для того, чтобы вернуть в штатный режим, достаточно один раз нажать на кнопку. Для того, чтобы выключить монитор, нам нужно найти пункт «Выключить монитор» и подтвердить нажатием правой кнопки. Для включения монитора повторно нам нужно кратковременно нажать на кнопку, и наш монитор активируется. Заводим машину. При включении аварийной сигнализации аварийка будет работать в постоянном режиме. Если вы включите поворотник, аварийка гаснет и включается поворотник. Достаточно удобно при буксировке автомобиля. Еще одна полезная функция, которая может пригодиться зимой. Если машина закрыта, закрыты центральные замки, лючок бензобака также закрыт, открыть его снаружи не выйдет. При открытии машины срабатывают центральные замки, и фиксатор лючка бензобака также срабатывает, разблокирует лючок бензобака. Если механизм замерзнет или сломается в закрытом положении, открыть лючок снаружи не будет такой возможности. Для этого в правом заднем крыле BMW предусмотрели специальный пластиковый тросик зеленого цвета с изображением бензоколонки, при помощи которого можно открыть лючок бензобака изнутри. Для этого достаточно просто потянуть за трос, и лючок бензобака откроется. Если вы закрываете автомобиль в ночное время суток и вам нужно, чтобы в машине загорелся свет, достаточно еще раз однократно нажать на кнопку закрытия на ключе, и свет включится в салоне. Также включится подсветка, которая находится в нижней части зеркала заднего вида. Для того, чтобы назначить нам нужную радиоволну на определенную кнопку на магнитофоне, нужно выбрать радиостанцию и придержать на пару секунд кнопку, на которую мы хотим назначить эту радиоволну. Таким способом можно назначить все пронумерованные кнопки на магнитофоне. Как оказалось, мало кто знает, как работает и какие режимы есть у селектора переключения передач. У нашего селектора есть положение S – Sport. В данном положении машина будет затягивать передачи и делать их более длинными. При кратковременном нажатии селектора в положение с обозначением плюс мы перейдем в ручной режим переключения передач. Машина не будет переключать следующую передачу до момента повторного нажатия селектора в положение плюс или при понижении передачи путем переключения селектора в положение минус. Для выхода с ручного режима управления коробкой передач возвращаем ручку в положение драйв. Касательно скрытой функции панорамного люка и окон, при удержании кнопки открытия на ключе автоматически открываются передние стекла, затем задние и панорамный люк. При удержании кнопки закрытия на ключе сначала закрывается панорамный люк, закрываются задние стекла и передние стекла. Хочу добавить, что данная функция не активна у автомобилей с американского рынка. Ее можно активировать путем кодирования.
И если вы передвигаетесь на машине в дождь и у вас включены стеклоочистители в непрерывном режиме, то при остановке у вас будет автоматически включаться режим через 1. После начала движения стеклоочистители автоматически перейдут в непрерывный режим. Если в передней или задней фаре перегорела лампа ходовых огней, автоматически включится лампа поворотников и будет светиться в пол накала до момента устранения неисправности и замены лампы на новую. Функция «Стояночные огни» используется в темное время суток, когда машина стоит на обочине трассы. Машина заглушена и габариты выключены. Включаем поворотник и смотрим. Светится габарит с той стороны, в которую включен поворотник. Как видите, габаритные огни включены только в одной фаре. Довольно полезная функция доводчиков стекол. Если между стеклами и дверью появится какое-то препятствие, эта функция не даст закрыть стекла до конца. Активируем, ставим руку, и доводчик автоматически понимает, что у него есть препятствие и не дает закрыть стекло. А эта функция специально для тех, кто забывает или не знает о существовании поворотников. Смотрите, при нажатии на рычажный переключатель вниз срабатывает левый указатель поворота и моргает стрелочный индикатор указателя поворотов на приборной панели. А при переключении рычажного переключателя в верхнее положение срабатывает правый указатель поворота и на приборной панели загорается стрелочный индикатор поворотов в правую сторону. Для того, чтобы перевести щетки стеклоочистителя в вертикальное положение, нам нужно повернуть ключ зажигания в первое положение. Далее нам необходимо перевести рычажный переключатель в положение 1 и выключаем зажигание. Теперь наши стеклоочистители находятся в сервисном положении. Далее можно безболезненно производить замену щеток стеклоочистителя на новые. Для того, чтобы вернуть дворники на место, необходимо повернуть ключ зажигания в положение 1. И наши дворники становятся в исходное положение. Расположение прикуривателей в автомобиле. 12-вольтовый прикуриватель в правой части багажного отделения. Работает только при включенном зажигании. Расположение прикуривателей в салоне. Тот прикуриватель, о котором все знают. Это прикуриватель в центральной консоли под декоративной крышкой, прикуриватель в задней части подлокотника и прикуриватель, о котором мало кто знает. Расположение прикуривателя под перчаточным ящиком. Этот прикуриватель удобно использовать для подключения дополнительных устройств или для подключения компрессора для подкачки шин. Мой компрессор предназначен для подключения к клеммам аккумулятора или клеммам, выведенным под капотное пространство. Надеюсь, данное видео будет полезным. Ссылку на первую часть видео о скрытых функциях BMW, о которых мало кто знает, оставлю в описании под этим видео. Не забывайте поставить лайк, если такой формат видео вам интересен, и подписаться на канал.